Всем привет, зрители и подписчики канала. Меня зовут Даша. Мы с вами продолжаем играть в Алана Уэйка. В предыдущей серии у нас с вами была веселая борьба, можно так сказать. Даже не веселая. Почему веселая-то? Она была под адреналином. Мы дрались с кучей одержимых, но это было прямо на сцене. И мы находимся сейчас на ферме Андерсонов, этих старых пожилых дядечек, да? Которых мы видели и в клинике, и ранее в кафе. Так, если сейчас включится запись. And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV. Так, я, к сожалению, пропустила, о чем они сейчас говорили. Но вы-то легко можете перемотать, посмотреть. Так, нам нужно добраться до Андерсонов, потому что они сказали в клинике о том, что дойди до нашего дома, Алан, мы припрятали для тебя некое послание. Чтобы его получить, нужно добраться до дома, я еще раз повторюсь. Я не буду включать телевизор, мы смотрели ночные ключи эти в предыдущей серии. Как раз в конце на этом завершилась наша серия. Сейчас нужно как-то этой лодкой ударить по воротам, чтобы нам открылся путь. Ой, ё-моё. Такс. Почитаем. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Одну из песен Андерсонов мы слышали как раз, когда дрались на сцене. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Надеюсь, нас никто не побеспокоит, что тут можно было взять. Батарейки. И побежал Барри. Спасибо, ты меня всегда, как всегда, бросаешь. Древние боги Асгарда. Так. Трепещите перед гневом и яростью небес. Ага, это, видимо, концерты. Так, здесь ничего не лежит, ни штичков никаких-нибудь. Ну, мы слышим уже, темная сущность пришла за мной. Она же мне не даст спуститься 100%. Ну, пожалуйста. Добрый вечер. А мне хорошо, у меня охотничье ружье. Опа. Классно. Ты меня напугал. Это было классно. Барри, блин, вообще лошаркин. Убежал и бросил меня. Ну как так, друзья, поступают? Я рано хвастаюсь, что у меня ружье, да? И всего 2 патрона. О! Ой, зачем я включил? Так. Эу! Барри! Тихо! Я возле этого побегу, потому что они могут... Барри, ты вообще... Ты оставил меня здесь. Я сам, блин, с этим проводом 1 на 1. Ну давай.
Отлично. Просто потрясающе. Вот чего я добивался. Ух ты, ё-моё. Аккуратный. Самый аккуратней. Господи Иисусе. До свидания. У меня провод. Светится. Тихо, тихо. Тут еще слева. Самой. Не обжечься. Вроде все, ребят. Ну, с этим справились. Он машина там с ума сходит. И чего ты? Барри, ты вообще как прошел тут, мне интересно. Вот без последствий просто. А чего я тут делаю? А вон. Нормальный стоит такой, ждет меня. Как ни в чем не бывало. Эй, Алан, ты вообще где было? Да? Ну, чё стоишь? Иди вперед, дружбан. Ага. Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Снова нужно что-то включить, да? Для Барри двери... Ага, сел снова в бункер. Да ты чё? Могу вместо меня это сделать или помочь мне. Или я вижу больше одержимых, чем ты, Барри, да? Для дробовика, которого у меня нет. Зачем я беру тогда эти патроны? Продать-то я их все равно не могу, верно? Good. Keep your eyes open, okay? Так, ничего. Ничего. А тут есть что-нибудь? Спокойно. Без резких движений. Господи, это ж куда нужно залезть на целую чердак, чтобы открыть Барри дверь? Мощный фонарь. У меня есть мощный фонарь. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, a lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm
I'm talking here, Thornton. Oh shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. Нехорошо нам весь сообщили, в принципе, о чем мы с вами и так знаем, что в городе какая-то неразбериха, да? Я могу тут спуститься, как это мило. Дом Андерсонов, это он? Ох, какой сердитый мужчина. Будет битва. Страшно мне что-то идти туда. Ой! Оу! Лол! Ой, да меня сейчас сожрут. Господи. О, еще вы. Ни черта не вижу. Сейчас, ребят, сейчас я сконцентрируюсь немножечко. Ой, да ну тебя, ну тебя в баню. Запасы есть. Пойдем сейчас опять снова туда. А, так мне надо... О, обязательно его убить, да? Я, по сути, должна была умереть с первого раза. Ой, ёкарный бабай. Ничего не вижу. Где что? Следи за этим, следи за тем. Сейчас соберусь. Так. Я-то думал, можно от него убежать, как от того, кстати, комбайна, или от чего мы там убежали. Какая битва была жесткая. И что это было? Ладно, время не будем терять, поехали. Got to be kidding me. Нет. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Так, сейчас, ребят. Здравствуйте.
готов. Ну куда поехал, а? Мне за тобой бегать нужно. Что-то он вроде выдыхается, или мне кажется. Или это я выдыхаюсь? Ага. Давай, рвани. Молодец. Кого переехал, главное? Окей. У меня этих нету, да, больше ракет? Что, знаете, куда пойдем? Еще раз сюда. Сюда направиться, нет? О-о-о! Тихо. Какая жесткая битва. Так, подождите, может мне его направить сюда? Нет, ни хрена не работает эта штука. Эй, ты слышишь? Ну? Сколько мне тебя еще бить-то, а? Слушай, ты все батарейки потратил на тебя, сколько можно? Ура! И финальный чувак. Конечно, да, что просто так отсюда не уйдешь. Иван Петрович, умрите. Все. Ой, я не могу, ребят. Нормально. Справились. Более или менее мы справились. Мы вообще до дома дойдем-то в конце концов. Этих Андерсонов. Ага. Ничего. Ничего. Пожалуйста, хватит этих комбайнов сегодня, думаю, мне кажется. Что? Ты не представляешь, что я сейчас видел, Барри?
Могли бы перелезть. Ну ладно. We should feel right at home then. Наконец-то мы дошли. Я уже 2 серии подряд говорю, мы дойдем, мы дойдем. Бензопила. Можно забрать? Ну, тук-тук. Кого делать? Найти предохранителей на 2-м этаже. Пошли, Барри, со мной, пожалуйста, а? Не хочешь пойти со мной? Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Тайна раскроется. Кто тут? У меня мурашки пошли. Of course, we need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Помните женщину, которую мы видели в первой серии в кафе? Они говорят. Ну все, ребята, смотрим. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? Seriously, I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Мы во сне всюду.
Alice, I'm coming. Нет. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken Видите, мы dream. вступаем в роль And yet, камеры. it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking, I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You laugh at the whole thing together and put it behind you. Пардон. Обычно просто на маячке показывают, если надо на второй этаж идти, стрелочка вверх, над желтеньким кружочком. Я подумал, что нам обход. Извините. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Ah! Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. То есть заключил с ней сделку, понимаете? Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my barber a long time ago. She looks so old.
I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Ну что ж, ребята, вы только что видели столько сцен, столько вообще, что происходило на самом деле, да, как мы понимаем, что это все было рук Алана, что он все это написал, что он как бы согласился на сделку с этой Барбарой, так что Томас Зейн, он нас предстал, видите, в виде человека света, не знаю, несущего свет в этом костюме подводном. Он помог выбраться Алану, тогда почти написавшего уход, да, свой рассказ, но все же изменив его. Так что сейчас остается в ваших догадках все, в головках ваших. Я думаю, давайте на этом завершим серию. Пусть она была и не такой обширной, бешеной. У нас полчасика уже прошло. Я думаю, и как раз следующая серия начнется с нового эпизода, с 5-го. Не знаю, последний это или не последний, не буду врать, по-моему, нет. Наверное, будем искать с вами Пресветлую Леди, о которой сейчас поет финская группа, на самом деле. Меня, наверное, забанят за это видео. Ладно, ребят, так что додумывайте. Я ничего не буду говорить. Я сейчас сама говорю такими загадками. Ничего не хочу вам просто раскрывать. Так что давайте. Я вас очень всех люблю. Пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилось. Делитесь видео. А с вами была Даша. Вам всего хорошего, прекрасного настроения, удачи вам. Все. Встретимся в следующих прохождениях. Пока-пока.